Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас агрогороскоп с 22 по 24 августа 2021 года. Это время убывающей луны в знаке Рыбы. И это сожженный путь полнолуния, потому что у нас полнолуние будет в 15 часов 3 минуты 22 августа. И мы сегодня рассмотрим с вами очень важные дела, которые можно делать в определенные дни, в определенное время. И они связаны с тем, что вот сожженный путь полнолуния у нас длится с 20 августа по 24. И вот что мы можем делать. Ну и самое главное, знаки зодиака здесь правят бал. Ну и хочу сразу же вас предупредить, полнолуние – это стрессовая ситуация, очень сложная ситуация. Энергии просто выплескиваются. Будьте, пожалуйста, внимательны к своему здоровью, к своему состоянию. Берегите себя, не перетруждайтесь. А теперь рассмотрим то, что можно делать. Кстати, и перетруждаться особо не надо, потому что эти знаки дают не на всех фронтах, не по всем агрооперациям нам трудиться и заниматься заботой о земле и о растениях. Итак, 22-го, сразу вспомним, 22-го с 0 часов и до 15 часов 43 минут Луна будет в знаке Водолей. Это время стихии воздуха. А после 15 часов 44 минут перейдет в знак Рыбы. В любом случае посевы в это время неблагоприятные и не рекомендуются. Кстати, посевы и не рекомендуются во время всего сожженного пути полнолуния, поэтому 23 августа не сеем ничего, и 24 августа посевам нет, также 24 и после уже перехода Луны в знак Овен. Ну, вот такое время. В Овне тоже не сеем, тем более ночью. Что касается рассады, смотрите, тоже ни в коем случае не высаживаем. В Водолее вообще нельзя не сеять, не высаживать. Ну, а в Рыбах, если бы это было чистое, продуктивное время, то ли на растущей, то ли на убывающей Луне, да, но здесь сожженный путь полнолуния. И тем более 22-го само полнолуние. Очень сложная ситуация, поэтому не высаживаем рассаду и не высаживаем рассаду 23-го, 24-го и, естественно, 25-го, потому что 25-го уже в Овне будет, я немножечко наперед забегаю, там тоже рассаду не высаживаем, уже при выходе сожженного пути полнолуния, это знак стихии огня, корневая система не формируется основательно, и поэтому растения будут слабые, даже с контейнеров. Ну что, мы разобрались с посевами, теперь и с рассадой, теперь поговорим о поливах. Там, где нету дождей, конечно же, и в теплицах нужно поливать. В Водолее 22 до 15 часов, вернее до 16 не поливаем. И, естественно, я всегда связываю поливы и подкормки, потому что многие занимаются подкормкой по листьям сейчас, под корень. Нет в Водолее никаких поливов и подкормок, они неэффективны. Но зато при переходе в знак Рыбы уже вечером 16 часов эффективны и поливы, и подкормочки. Конечно же, сейчас лучше всего эффективнее и быстрее дойдут все нужные питательные вещества именно по листьям, не корневые подкормочки. Поэтому используйте вечером хорошее время для подкормок. И это можно будет и поливы, и подкормки проводить и 23-го, и 24-го. А вот уже вечером в Овне, дело в том, что в знаке стихии огня растения заняты совсем другим. Они не принимают вообще воду, для них вода не существует. Там идут очень интересные процессы. Я думаю, что скоро вам тоже об этом расскажу, наблюдая, изучаю этот вопрос. Поэтому ни подкормки, ни поливы в это время неэффективны. Идем дальше. Вот хорошие дела, видите, у нас в Рыбах, хотя бы поливы, подкормки. Знаю тех, кто ждет о комнатных цветах информации. Конечно же, уже в Рыбах очень хорошо и поливы, и подкормочки. Ну и актуальна защита от вредителей и болезней. Напоминаю вам,
Это вот все время защита от вредителей болезней. Напоминаю еще раз и буду напоминать, очень много сейчас вредителей. Это у нас белокрылка, паутинный клещ, залетают и другие различные, и совка забирается. Так что будьте внимательны, обрабатывайте, профилактика, профилактика, профилактика. Для того, чтобы у вас потом, когда уже занесете все растения из балкона или же занесете из улицы, из сада, чтобы не было потом проблем. Именно тогда, когда заносите, через 3 недели начинаются сложности в этом вопросе. С комнатными растениями разобрались. Идем в сад. А здесь очень важна защита от болезней вредителей. Причем очень хорошо это делать в период всего сожженного пути полнолуния. Как всегда, используем биопрепараты и настои. Если же температура уже упала ниже плюс 28, можете использовать и другие препараты в открытом грунте. Хорошо поливать и подкармливать именно в рыбах при убывающей луне. Это будет очень хорошо. Ну, а вот здесь уже, когда перейдет луна в Овен, это уже вечернее время, естественно, вот эти все поливы в саду будут неэффективны. Очень важная тема зеленые операции, потому что все ждут, вот, наконец-то, вот какой-то знак, или вот прошло уже полнолуние, и на следующий день после полнолуния можно стричь все подряд. Нет. Пожалуйста, сожженный путь полнолуния еще не прошел. Энергии просто выплескиваются. И везде и всюду, если срезать сейчас любое растение, и не имеет значения, это садовые, или же это тот же томатик, или огурцы, баклажаны, перцы, цветы. Пожалуйста, не трогайте в это время. Все наши зеленые операции запрещены в это время. Это если уж погода там что-то сделает, но и то старайтесь не резать, подождите несколько дней. Итак, зеленые операции, начиная с 22 по 24 включительно, не проводим ни на каких растениях. Будьте внимательны. Сбор урожая. А вот сбор урожая в Водолее приветствуется. Ну, у нас здесь мало времени, видите, с 0 часов до 15:43. Что можно сделать? Можно собрать для переработки. Можно собрать для того, чтобы самим съесть. Если очень много, поделиться с родными, друзьями, близкими людьми. Но можно собрать и можно переработать. Допустим, сварить варенье вы успеете до обеда. Вот. Но собрать лучше до 8 часов утра, а переработать вот заготовки до 12 часов дня. И тогда будет все очень хорошо. Это касается только 22 августа. Далее стихия воды, поэтому ни сбор урожая для хранения, ни заготовки на зиму не приветствуются и не рекомендуются в связи с тем, что продукция будет портиться. Банки будут взрывать, если не взорвут много, положить туда уксуса, потом все равно и цвет некрасивый у этих плодов и овощей, да и вкус никакой, и мягкие они получаются. И осталось очень важное дело – сбор семян. Естественно, при переходе из знака в знак Луны, и тем более полнолуние, вот здесь собирать семена вот из Водолея в рыбы в этот день лучше не делать этого, потому что энергии захлестываются, и программы здесь непонятно, что будет твориться, а в рыбах тем более это влаги много, и семена могут быть некачественные, просто в зародыше сгнить или же не дать то, что вы рассчитываете в будущем. Поэтому в рыбах не собираем семена, и смотрите, это не делаем практически и 24 до конца суток мы это не делаем, потому что это неэффективно. Вот такой сегодня у нас очень важный агрогороскоп. Предупрежден, вооружен, мы сможем благодаря вот этим знаниям не уничтожать наши садовые растения, не только садовые, а дать жизнь и цветочным растениям, и овощным, всем растениям, которые нельзя в это время обрезать, даже не только обрезать, даже ходить с ножницами возле них не надо. Вот такая тема. И мы надеемся, что она вам полезна. Делитесь, пожалуйста, со всеми этой темой, делитесь с друзьями, близкими.
и лайкайте или комментируйте. Мы очень рады всем вашим мнениям. Желаем вам всего доброго, крепкого здоровья и до новых встреч на нашем канале.